Всем привет-привет, девочки, скажите, пожалуйста, как меня слышно, хорошо ли меня слышно, видно? Здравствуйте. Всем здравствуйте. Сегодня речь пойдет о такая тема, как фольга, и мы с вами в прямом эфире сделаем слайдеры, да, непосредственно с фольгой. На моем канале есть длинное видео на эту тему, но, как оказалось, все равно вопросов остается очень много, и у многих девочек не получается, у кого-то получается, поэтому попросили именно в прямом эфире показать, как и что, и, собственно, поэтому я с этой темой выхожу в прямой эфир. Очень надеюсь, что после этого видео просто вопросов не останется. Ну а если по ходу возникнут какие-то вопросы, обязательно задавайте их, и я на эти вопросы постараюсь ответить. Также под тем видео у меня очень много, скажем так, негативных комментариев, то есть у кого-то что-то не получилось, и как-то кому-то что-то это, видно, не понравилось, или там не подошло, эта техника, да, то есть как бы, и, соответственно, ну, очень многие писали о том, что ну вот как-то что-то там не выходит и не получается. И вообще были даже такие комментарии, что это не фольга, а зачем вообще это нужно, и нужно ли это вообще, столько типа заморочек и все такое прочее. В этом видео я постараюсь все подробненько объяснить, да, и рассказать, что, как, почему и зачем, в принципе, да, нужны вот эти вот слайдеры с фольгой. Я не говорю, что, знаете, это вот прям панацея, да, и вот лучше других, ну, это самый лучший способ, да, и никакие другие способы не работают. Но за мою практику, как слайдерами на клиентах, то есть, как показала практика, во-первых, и носка лучше, да, то есть держится это все намного лучше на покрытии. Мало того, это намного удобней. Девочки, пожалуйста, если вам не сложно, напишите, хорошо ли меня видно, хорошо ли слышно, все ли в порядке. А то я сейчас опять тут начну говорить там, и мало ли, это что-то не так. Так, в формате я буду показывать, сейчас я переключу камеру. Все супер, спасибо большое, спасибо огромное за обратную связь. Так. Мы вообще с вами поговорим сегодня о фольге, какая фольга бывает, какая фольга подходит для какого способа, да, то есть как бы все вот эти вот нюансы, все рассмотрим. Мало того, как бы за то время, пока вышло видео, да, то видео, я, конечно, еще больше что-то экспериментировала, еще больше что-то старалась как бы, да, сделать лучше. Но единственное, не стала много о чем отдельно снимать видео. Почему? Потому что, ну, по тем видео было много негатива. Поэтому как-то я эту тему оставила. И то, что девочки попросили выйти именно с этой темой в прямой эфир, сегодня постараюсь вам все подробненько рассказать и показать. Сейчас я переключу камеру на стол. Так. Надеюсь, так тоже все видно. Привет из Испании. Здравствуйте, здравствуйте. Так, огромный привет Испании. Вот, сегодня, значит, тема
Фольга. Итак, начну я, пожалуй, вот со своих коробочек, да, потому что это тоже немаловажно. Нужно понимать, какая фольга, в принципе, подходит для того, чтобы сделать из нее слайдеры. Вот такие вот у меня тут коробочки. И вот посмотрите, да, то есть вот набор фольги. Фольга сама по себе, она, ну вот здесь она вся однотипная, просто в каждой коробочке я, в принципе, подбирала, ну, скажем так, однотипную фольгу. Вот. Она на прозрачной пленке, да, то есть вот, я думаю, видно хорошо, на прозрачной пленке, и тут, ну, больше, скажем, флористика, да, то есть цветочки, лепесточки, вот, и все такое. Вот она, эта фольга. Перенести ее полностью на ноготок, ну, иногда получается хорошо, иногда получается не очень. И согласитесь, на клиентах, то есть если мы это делаем именно на клиентах, вот это вот именно на ногтевую пластину, да, вот хорошо выгладить прям вот качественно, так, чтобы каждый цветочек, каждый лепесточек отпечатался качественно. А вот видите, например, на этой фольге есть вот такие вот еще полосочки, да. И очень часто, зачастую, вот я не пользовалась фольгой и не предлагала ее клиентам именно по той причине, что ну, не получалось у меня хорошо и качественно отпечатать фольгу на ногтях. И что бы там ни делалось, ну там вот есть у нас, да, специальная фольга и гель, клей для фольги, и обычный клей для фольги, но вот этих вот промашек, да, то есть там где-то что-то не отпечаталось, там где-то что-то не допечаталось, и вот все такое, и, собственно, из-за этого я и не предлагала раньше фольгу. Сейчас ситуация у меня, можно сказать, в корне поменялась. Почему? Потому что у меня нет уже такого, что где-то что-то не отпечаталось. Я уже наперед знаю, что фольга у меня отпечатана замечательно. Вот они, готовые слайдеры. Ну, во-первых, хранятся они, они хранятся. Они немного друг к другу, бывает, что немного, знаете, так вот прилипают, да, но это не то, чтобы вот прям прилипло, да, и все, не отлепить. Нет, они довольно спокойно вот отходят. Да, вот давайте еще. Вот этот вот, например, тоже слайдер с осенними листочками. Очень пользовался у меня осенью. Думаю, вот скоро осенью тоже будет, вот эти вот листочки будут в ходу. То есть вот таким образом я храню эти слайдеры. Вот. Сейчас тут, как говорится. Ну, то есть вот, вы видите, да, что они друг к другу, в принципе, ну, немножко, скажем так, пристают, но нет ничего сложного, да, их между собой отделить. Это, то есть вот сейчас я показываю вам уже готовый слайдер. Во-первых, посмотрите, насколько они пластичны, то есть он даже тянется, да, вот думаю, вот так вот видно, тянется. Соответственно, на ноготках его распределить намного легче, да, если мы говорим, например, о переносе рисунка именно на весь ноготок. Намного проще перенести, когда вот, скажем так, уже готовый слайдер. Вот в сравнении с фольгой. Так, ну зачем я вот это вот беру, отделяю, я же подготовилась, я же подготовилась к видео. Вот фольга. Вот это вот прям фольга фольгой, то есть она еще не отделена от ее родной вот этой вот пленки. Родная пленка, она очень, ну, скажем так, плохо поддается какой-то деформации, потому что она прям такая плотная. Соответственно, поэтому мы и делаем слайдеры для того, чтобы рисунок четко, точно так же вот был, как будто вот как он есть, да, так он и отпечатался на 100%. Каждый цветочек, каждый лепесточек. Сейчас вот найду вам, где-то у меня должны быть вот как раз, вот он, да, наверное.
Так, не хочет. Придется вот так вот по одному. Очень много тут видно слайдеров у меня, поэтому... Так, как же вот показать-то? Вот он, этот слайдер, но сейчас попробую его. Не пойму, он кверху или снизу. Вот он. Ладно. Придется, наверное, тут отодрать. Вот он, в общем, этот слайдер, который с каждой точечкой. Так, наверное, все-таки. Так, ну здесь вот как-то что-то прямо у меня не сошлось. Прилипло очень сильно, видно. Вот этот слайдер, например, вот здесь вот посмотрите. Каждая точечка, видите, все было перенесено на слайдер. Каждая, вот, каждая. Тоже пригодится еще. Здесь вот, да, вот мы смотрели. Каждая вот эта вот, ну, полосочка, тоненькая полосочка, все точно так же четко перенесено именно на слайдер. И сам слайдер, он вот тянется, то есть он такой вот, скажем так, ну, более-менее податливый, если, например, сравнивать это непосредственно с самой фольгой. Кто-то мне писал под видео, что это типа не фольга, это... типа уже готовые слайдеры, но на самом деле это фольга, и я думаю, что сейчас ни у кого сомнений нет в том, что это действительно фольга. То есть вот такая фольга. Я дальше расскажу, как понять, какая фольга подходит, какая не подходит. Это тоже однотипная фольга. Здесь, скажем так, немножко другая фольга. Она, ну, думаю, у многих такая фольга есть. Да, вот такая вот космическая. В принципе, такую фольгу можно отпечатывать и просто так на ноготок. При помощи клея для... где-то что-то будете допечатывать, ничего страшного, общей картины это в принципе не испортит. Да? Но единственное, вот в этом наборе, скажем так, есть вот такая фольга. Конечно, ее хотелось бы, да, уже на ноготок перенести вот такой, какая она есть. Есть вот такая вот фольга. Здесь вот солнышко, тут какое-то, я не знаю, там что-то вот космическое. И по большому счету такую фольгу тоже можно просто отпечатывать и где-то что-то допечатывать. Но согласитесь, например, вот эти вот цветочки, если их где-то не допечатать, да, можно там приложить, еще раз как-то вот там потереть, скажем так, вот, и постараться как-то попасть в тот участок, где вы что-то не допечатали, и попробовать все-таки, ну вот, ну вот рисунок сделать цельным. Но согласитесь, на ноготках с клиентом это все равно сложно. Да, на типсах намного проще, но не на ноготках. Причем, мало того, ситуации какие бывают, да, то есть гель-клей там как-то пересушили, до конца не остудили, еще, знаете, к вот этому гель-клею нужно еще привыкнуть. Каждый гель-клей там нужно определенное время полимеризовать, потом нужно обязательно, чтобы он хорошо остыл, и все такое прочее. И то не факт, что вот такая фольга полностью четко перенесется на ноготок. Есть также, то есть вот такая, да, фольга. Вот такой набор фольги. Здесь уже такая голографическая, скажем, да, есть вот с голографией, да, есть вот такая фольга. Здесь тоже. С этой фольгой нужно немножко повозиться. Я чуть позже покажу вам, в чем разница и почему с этой фольгой нужно возиться. Она вообще сама по себе, вот эта вот фольга, она очень капризная. Ну, например, вот такие принты, да, можно, конечно, отпечатывать и не особо хорошо, скажем, ее особо видно не будет.
Но, скажем, вот такая фольга, да, или вот такая фольга, тут уже хотелось бы, конечно, вот если где-то что-то не так отпечатается, то уже принт будет не так хорошо читаться. Или здесь из-за вот этих вот очень больших ромбиков, да, соответственно, тоже ну вот хотелось бы, да, чтобы вот эти ромбики, они четко отпечатывались и не терялся вот этот самый рисунок, да, он как-то не убегал. Соответственно, вот эту фольгу тоже точно так же можно сделать из этой фольги слайдеры. Вот они такие вот готовые, тут у меня загорают. Да, вот эта вот фольга, она очень похожа на фольгу предыдущую. Согласитесь, вот я вам показывала. Так, сейчас я ее найду. Вот она. Она очень похожа на те коробочки, которые я вам до этого показывала. Тут также флористика и также фольга на такой вот пленочной основе, да, на прозрачной пленочной основе. Но мы посмотрим, и я покажу вам, в чем разница и почему, например, с той фольгой у вас все будет хорошо получаться, а с этой фольгой нужно заморочиться. Так, сейчас отрезала кусочек, но тем не менее, вот видите, смотрите, тоже и эту фольгу тоже можно приручить и сделать с ней слайдер. Так, это вот тоже листочки, это где-то у меня там были. Вот, фольгу я показала. Теперь, конечно, есть еще фольга, которую мы используем для литья. Но она, вот она такая тоненькая. И по большому счету делать из нее слайдеры не вижу смысла, потому что мы ее используем для литья, эту фольгу. И она очень хорошо отпечатывается и так, ну то есть без проблем. Но есть также, скажем так, битое стекло мы не берем в расчет, потому что битое стекло это, соответственно, не фольга, и она с двух сторон запаяна вот этой вот пленкой, то есть это вот как-то такое нанесение именно на пленке, которая не снимается. Ну, тоже, да, фольги. Вот кусочки, которые я подготовила. Прежде чем вообще, в принципе, начинать с фольгой работать, нужно, вот смотрите, я взяла вот такой вот, разные кусочки. Вот космос тот же самый, да, ну вот эти вот космические, из космической серии. Вот эта фольга, кажется, что она вот очень похожая, вот такой вот, да, кусочек. В принципе, очень, ну вот такое ощущение, что вот, например, вот эта фольга и вот эта фольга, ну, типа одинаковые. По своим характеристикам кажутся они абсолютно одинаковыми. Но на самом деле разница есть. И давайте я вам покажу, в чем же разница и какая фольга подходит для нашего случая, а какая не подходит. Вот тоже такой вот кусочек с космосом. Итак, разница. Я беру обезжириватель, можно взять спирт. Именно обезжириватель, либо спирт. Если мы возьмем ацетон, то ничего хорошего не получится. И та фольга, она у нас просто-напросто сотрется. Вот, я беру обезжириватель, и вот посмотрите. Так, где-то я там, посмотрите-то. Вот так вот, да, хотя бы сделаем. Так, прохожусь обезжиривателем, и рисунок у нас стирается. Вот, видно, да, рисунок стерся. Вот эта фольга как раз-таки очень хорошо подходит именно для того, чтобы сделать с ней слайдеры. Вот мы с вами говорили, что вот эта фольга тоже очень похожа на ту. Ну вот давайте беру обезжириватель точно так же. Пожалуйста, и тут у нас рисунок не стерся. Вот с этой фольгой придется заморочиться, то есть эта фольга не очень хорошо подходит именно для того, чтобы сделать с ней слайдеры. Если, то есть получается, если обезжиривателем рисунок стирается, да, вот как в этом случае, то, соответственно,
фольга подходит для слайдеров. Если с этой фольгой подружиться и в итоге сделать слайдеры. Вот тоже очень похожая фольга. Но также, если мы пройдемся обезжиривателем, то так, ну вот тут уже, тут у меня уже был нанесен. Так, вот посмотрите, как тут у нас, да, вот просто раз, и стерся рисунок. И вот, например, фольга, чуть-чуть потерли, рисунок не стирается. Вот отличие фольги. Дальше, какое... Также, конечно, то, что это фольга, мы проверяем каким образом. Ну, я во всяком случае это делаю, да. Скотч. Вот, да, это фольга. Она, в принципе, и та фольга, и вот эта фольга, они все пристают к скотчу. Но это видно, что это фольга. Это вот я показываю исключительно для тех, кто мне писал, что это не фольга, а это слайдеры. И вот у нас битое стекло. Битое стекло вот мы прикладываем к скотчу. И вот у нас ничего, соответственно, туда уже так не прилипает. Ну вот что-то может там прилипнуть, но особо нет. С двух сторон пытаюсь, но нет. То есть битое стекло у нас никак не получается. Пока что у меня не получается сделать с битым стеклом слайдер. То есть вот такие отличия у нас по фольге. То есть если фольга у нас хорошо стирается при помощи обезжиривателя либо спирта, вот, чуть-чуть потерли, и вот, пожалуйста, то эта фольга отлично подходит для слайдеров. Если фольга не очень хорошо, давайте вот эту вот попробуем. Вот, видите, потерли, но, видите, все осталось. А вот если мы возьмем, например, с космосом, да, вот эту вот фольгу, то есть разницу в фольге мы с вами, в принципе, определили. Но на самом деле, я покажу чуть позже, как можно эту фольгу тоже приручить и сделать из нее слайдер. Так, с фольгой мы разобрались. Кстати, почему мы берем именно обезжириватель? Потому что если мы, например, возьмем какую-то более агрессивную жидкость, да, такую, например, как ацетон, вот помните, да, мы вот проходились обезжиривателем и ничего не стерлось. То есть если мы возьмем ацетон, то рисунок по-любому сотрется и с этой основы, и с вот этой основы. Поэтому мы проверяем именно фольгу обезжиривателем, либо спиртом. По поводу фольги разобрались. То есть вам достаточно отрезать от фольги небольшой кусочек и проверить его. Если рисунок стирается при помощи обезжиривателя, то с этой фольги можно сделать слайдер. Если рисунок не стирается обезжиривателем, то, соответственно, немножко придется с этой фольгой помучиться. Вот я беру вот такой вот кусочек фольги. Кстати, мне понадобится также вот такой вот силиконовый коврик и его глянцевая сторона. На глянцевой стороне просто фольга очень хорошо пристает и удобнее наносить будет топ. Да? Вот она, эта фольга, вот он, этот кусочек. Вот он. Да? Проверяем. Все стирается, рисунок стерся. Значит, с этой фольги можно сделать слайдер, что мы с вами сейчас и будем делать. Выложила фольгу на силиконовый коврик, таким образом фольга меньше скручивается. Ну, во всяком случае, она у меня хранится вот именно вот в таких вот, ну, в свернутом виде. А этот коврик помогает именно разгладить, скажем так, фольгу. И чтобы она не скатывалась. Ну, просто так удобнее на самом деле. А дальше нам нужно взять обычный топ.
Ну вот, например, у Beauty Luxe есть раббер топ и есть гель топ. Ну вот обычный самый топ. Я слоя обычный топ, жидкий. То есть по консистенции он вот прям вот как водичка, можно сказать. Почему именно такой топ? Во-первых, с таким топом получается тонкий эластичный слайдер. Чем гуще топ, соответственно, тем сложнее его распределить будет по поверхности, и сам слайдер получится более плотным и менее эластичным. У меня в комментариях спрашивали, можно ли использовать базу. Конечно, базу тоже можно использовать, но, как правило, база у нас идет в любом случае с липким слоем. Мало того, в дальнейшем, если, например, хранить слайдер, который был сделан гель-базой, будет сложнее, потому что вот эта дисперсия, она в любом случае будет, скажем так, даже если вы с двух, ну там, протрете и дисперсию уберете, все равно со временем эта дисперсия выплывет и, как говорится, все прилипнет, и рисунок уже не будет таким четким, скажем так. Поэтому я перепробовала делать слайдеры очень разными гелями, очень разными. Поверьте, и гель клеем для фольги, и базами, и топами, и строительными базами. Но я говорю, самый оптимальный вариант – это самый, что ни на есть, обычный топ, не раббер топ, а просто гель топ. Вот он жидкий, какой вот он есть жидкий, такой он нам и подходит. Что мы делаем? Я выложила, значит, разложила фольгу на силиконовый коврик, но это исключительно для удобства, чтобы фольга не скатывалась, чтобы было просто удобнее, скажем так, работать. И теперь тонким слоем промазываю фольгу. Все это делаю в прямом эфире, чтобы, если у вас вдруг в течение прямого эфира возникнут вопросы, пожалуйста, пишите, я потом обязательно все прочту и на все вопросы отвечу. Здесь самое главное – это замазать топом все участки. Толстый слой не нужен. Повторюсь, чем толще слой, тем менее пластичным получается слайдер. Это фольга, скажем так, да, и она, пускай она там и гладкая и все такое, но тем не менее это фольга, и у меня здесь нету, знаете, такой задачи как-то выровнять эту поверхность или там еще что-то. Мне самое главное, чтобы все участки были хорошо промазаны. Топ не скатывается, ну то есть нету ничего такого, чтобы там где-то скатался топ. Главное, чтобы вся поверхность была хорошо смазана. Теперь отправляем на полную полимеризацию на 60 секунд. Пока, значит, полимеризуется это дело, еще такой момент. Если делать слайдеры при помощи гель-базы, сейчас давайте возьмем базу, неважно там какую, пускай даже гель-база. Так, а коврика у меня сейчас одну секундочку, возьму еще. Коврик. Вот это точно такая же фольга, как и предыдущая. Она, покажу вот еще раз. Кончик. Вот она хорошо стирается, думаю, вот видно, да? Поэтому она также подходит. Но мы возьмем сейчас базу с вами. Гель-базу. И промажем гель-базой. Просто, чтобы показать вам разницу. Промазываем. Хорошенько, также, чтобы все было
чтобы не оставалось каких-то скатанных. Вот, база, видите, она, в принципе, она предназначена для самовыравнивания, да, и тут она, вот видите, как хорошо легла, все замечательно. Так, и отправляем на полимеризацию. У нас просох, заполимеризовался вот этот вот участок фольги, кусочек фольги. Сейчас я вот тут подлезу под телефон, а то тут у меня... Теперь наша задача отделить рисунок от его родной пленки. Вот так вот прошлась. И вот таким образом снимаю. Вот у нас готовый слайдер. Он сейчас изначально, он, вот видите, он даже немножко пристает к перчаткам, то есть он не то чтобы липкий, нет, вот он просто только после полимеризации, поэтому вот немножко еще пристает к рукам, к перчаткам. Он немного сейчас подсохнет, остынет, скажем так. И вот посмотрите, вот насколько идеально отпечатано на вот этот вот, насколько идеально мы перенесли рисунок. Вот, смотрите, насколько идеально. Ну, я не знаю, какой гель, клей для фольги, какой обычный клей для фольги даст такой результат. Вот я просто не знаю. Причем стопроцентный результат во всех практических, ну на 99% случаев. Бывают промашки, но опять-таки эти промашки бывают исключительно из-за того, что вот где-то, например, какой-то участок не был замазан топом. Все, других вариантов просто нет. Вот. И вот эта пленка, вы сами видите, она очень тяжело поддается деформации. То есть она никак, ну вот, что вы там с ней не делаете, вот она, пожалуйста, принимает свою форму. И, соответственно, именно из-за вот этой пленки и сложно разместить рисунок, да, на ноготках. И вот что мы получили. Мы получили слайдер. Слайдер с фольгой. Как я показала, рисунок на 100% полностью перенесся. На 100%. Только теперь мы имеем вот такую уже, ну, скажем так, более, сам по себе уже более пластичный. И такой слайдер на ноготках разместить намного проще. Мало того, если, например, вы захотели клиенту, ну вот пришел клиент, и, соответственно, вы выбираете, например, можно частично, ведь не обязательно, да, вот полностью на весь ноготок переносить рисунок. Возьмем типс, там, вот видите, он даже немного пристает к типсу, и вот его можно подтянуть, вот, чтобы вы понимали, о чем я говорю, да. Ну, он сейчас пристает, потому что вот он еще немножко такой теплый. И вот видите, вот я прям растягиваю, ну, то есть тяну. Вот таким же образом, то есть можно натянуть вот этот вот слайдер и на клиента. Вот, пожалуйста. По поводу того, как крепить, мы, ну, вот непосредственно на ноготках, например, мы еще поговорим. Но согласитесь, вот вы уже имеете четко отпечатанный рисунок. Ну, четко, вернее, не то, что отпечатанный, это я привыкла просто про стемпинг, наверное, рассказывать. Вы имеете четко перенесенный рисунок с фольги. То есть на 100%. То есть вы уже не сомневаетесь в том, что где-то что-то недопечатается, где-то что-то там, какой-то там момент где-то будет с проплешиной. И вот пришел клиент, к примеру, и ему вот хочется, предположим, да, вот этот вот гранат. Под камерой я вот ничего не вижу, что я там нарезаю, но в любом случае, вы же понимаете, все это можно сделать очень качественно, да, вырезать филигранно. Это мне сейчас просто неудобно. Пришел клиент, вырезали.
Прилепили, но это я сейчас образно показываю, прилепили, да, перекрыли топом, и, пожалуйста, дизайн готов. И вы, я еще раз говорю, здесь самая фишка в том, что вы на 100% четко знаете, что у вас четко перенесенный рисунок. На что можно переносить? Ну, вернее, сейчас мы говорим про именно то, как на ноготках, скажем так, крепить. Вариантов множество. Можно нанести праймер. Так, праймер. Нам же самое главное это, ну, как закрепить, да. Можно на липкий слой цвета. То есть, если ваш цветник после полимеризации имеет хороший липкий слой, мы говорим именно о липком слое, не о жирном слое. Хороший липкий слой, то прямо на цветник лепим ну, вот рисунок, опять в лампу для полной полимеризации, немножко закрепляем, скажем так, и все замечательно. Можно также на тонкий слой непросушенной базы. Давайте, это самый надежный, скажем так, способ. Очень-очень тонкий слой. Нам же не нужно прям вот, чтобы у нас покрытие стало пирожком. Я даже вот так вот лишнее уберу. В лампу буквально там вот на 10 секунд. Нет, то есть это будет слой базы, но не досушенный слой базы. Все, вытаскиваю. Здесь 100% есть липкость. База еще может быть до конца, ну вот видите, то есть вот оно. Можно двигать. Прилипло. Можно поправлять этот слайдер. В этом и есть еще одна прелесть, да, использовать именно непросушенный слой базы. Но на непросушенный слой базы, ну, либо натянуть, скажем так. Вот здесь вот лишнее я тоже подрежу сразу. И отправляем на полимеризацию, уже на полную полимеризацию на 30 секунд. Пока у нас это дело полимеризуется, мы возвращаемся с вами помните, да, вот эта вот фольга, на которую мы наносили базу, то есть не топ без липкого слоя, а вот именно базу. И вот сейчас я опять постараюсь подлезть и постараюсь отделить вот этот рисунок от основы. И вот смотрите, вот видите, база, да, она что-то сцепила, но она хрупкая. Ну, в каком плане хрупкая? Это не то, чтобы база, знаете, не пластичная. База-то сама по себе пластичная, она просто гелевая и вполне пластичная. Но вот именно вот видите, кусочками. То есть, да, она цепляется за фольгу, и можно даже постараться побольше кусочек, да, какой-нибудь, ну, такой вот отлепить. Но она вот так вот скалывается. И тут не потому, что, знаете, вот руки у меня там кривые там или еще что-то там. Нет, и это именно потому, что мы пытались сделать слайдер базой, гель базой. Вот поэтому вот такая ситуация. Если мы используем обычный гель-топ без липкого слоя, обычный, не рабер-топ, а обычный гель-топ, жидкий, то такой ситуации нет. То есть вот при всем желании, скажем так, хороший такой большой
слайдер, ну какие-то вот такие кусочки, может быть, наломать и можно. Ну, согласитесь, вот кому это надо. Поэтому, собственно, я вам говорила в видео, да, рассказывала, что я пробовала любыми материалами, но самый оптимальный это именно делать слайдер при помощи гель-топа. Самого, что ни на есть, обычного, без липкого слоя. Без липкого слоя, здесь, как я в начале видео показывала, чтобы вы могли его хранить. Причем хранятся они очень долго, там вообще не важно, полгода, год. Ну, то есть вот самым стареньким слайдером у меня, наверное, уже, ну, наверное, год уже есть. Вот, соответственно, вот мы достали наш этот, так, наш типс, на который мы перенесли рисунок. И можно его перекрывать слоем базы, можно перекрыть, да, для того, чтобы немного выровнять поверхность, потому что в любом случае, как бы там ни было, это фольга, и ну, если мы хотим добиться именно какого-то такого очень ровного варианта, да, то в любом случае нам нужен какой-то выравнивающий слой, а потом уже перекрывать топом. Ну, в данном случае я просто перекрою топом и отправлю в лампу. Еще какие нюансы, еще какие моменты. В плане того, что мы с вами... Так, вляпалась. Сейчас, одну секунду поправлю. Перчаткой влезла. Еще какие нюансы? Мы с вами разобрали, какая именно фольга подходит для этого способа. Да? Вот. А какая, скажем так, не очень подходит. Вот она. Так, вот она. Вот это вот. Так, ну, слайдер это я уже убираю куда-нибудь. Сейчас я найду эту фольгу. Где она? Вот она, эта фольга. Отрезаю кусочек. Еще раз показываю, что это фольга. Это не слайдеры. Слайдеры мы из нее уже делаем. Кстати, вот одна девушка тоже под видео мне написала, что можно фольгу подцепить иголочкой. И все замечательно. Иду и проверяю. Но уверяю вас, никакой иголочкой фольгу не подцепить. Особенно, да, вот какие-то вот такие вот рисунки. И уж точно пластом не снять. По поводу, значит, вот этой фольги. Это как раз-таки та фольга, по поводу которой я говорила, что придется заморочиться. Вот с той фольгой, то есть я показала вам слайдеры, как они делаются, да, и там, в принципе, ничего сложного. Но есть такая фольга, с которой все-таки придется заморочиться, если вы хотите сделать с ней слайдер. Это та фольга, которая, вот, обезжиривателем не стирается. Вот. Видите, рисунок как был, так он и остался. Давайте возьмем, я, наверное, вот так вот разделю для чистоты эксперимента, да, и покажу, что я имею в виду. Вот один кусочек пока оставлю, а один мы с вами возьмем. Беру тот же топ, без липкого слоя, обычный, не раббер топ, и наносим топ тонким слоем. Повторюсь, чем тоньше слой, тем эластичнее и пластичнее будет слайдер. Соответственно, легче будет его распределить на ноготках. Так, ну не знаю, вот давайте еще раз пройдусь так, чтобы, может быть, я где-то что-то
какой-то участок упустила, а потом, знаете, еще бывает не то, что упустила участок, а кисточка вот как-то там раз и, ну, оставила такую бороздочку, да, на которой нет гель-топа, и, соответственно, эта борозда потом также и не отпечатается. Отправляю в лампу. Так, пока у нас это дело сушится, девочки, почитаю ваши комментарии. Может быть, уже есть какие-то вопросы. Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Джинджер, здравствуй. Машенька, здравствуй. Вика, привет. Всем привет. Сохраните, пожалуйста, очень интересно. Вера пишет. Вера, Ирина, привет, привет. Девочки, ну я смотрю, вопросов, в принципе, у вас никаких нет, поэтому продолжаю дальше. Как мы, значит, заморачиваемся с той фольгой, которая не совсем, скажем так, ну, с которой нелегко сделать слайдеры. Вот мы, значит, просушили топ. Видели, мы использовали тот же самый топ. Единственное, мы сейчас взяли фольгу, которая не стирается при помощи обезжиривателя. И вот посмотрите, я поддеваю, да. Да, и сейчас как раз как получится. Вот, вот видите, да? То есть может получиться слайдер, но он не до конца отпечатывается. Вот такая вот проблема может сложиться именно вот с такими топами. Что делать, чтобы такой проблемы не было? То есть здесь вот я, например, не могу сказать, да, что здесь вот на 100% отпечатанный рисунок. И такой результат, я думаю, никому не нужен. Что нам нужно сделать? Вот второй кусочек, да, от этой фольги. Что нам нужно сделать? Мы берем обычный клей для фольги и сначала промазываем им. Вот таким образом. То есть если ваша фольга, ну, не хочет она как-то там в слайдер отпечатываться, то берем вот такой вот клей для фольги. И нужно подождать, пока гель-клей высохнет, он станет прозрачным. Сейчас он не прозрачный. Так, а где мой второй еще такой? Теперь мы берем вот эта же фольга, только тут уже нанесен клей для фольги, и он уже подсох, чтобы просто ваше время не задерживать, да, и долго в прямом эфире не находиться. Снять эту пленку из обычного клея для фольги не удастся при всем желании. И даже если вы сделаете, ну, то есть не получается, я пробовала, для того, чтобы нам все-таки сделать слайдер из этой фольги, мы промазываем тем же самым гель-топом, обычным, без липкого слоя. Стараемся промазать так, чтобы все участки были заполнены гелем. И отправляем в лампу на 60 секунд. Так, вот я еще, знаете, хорошо, вот это вот пускай у нас пока подсохнет там, где-нибудь там. Вот эта вот фольга. Вот она также, то есть у нас не стирается. И давайте вот на нее, на эту фольгу, на вот этот, например, участок нанесем гель-топ без липкого слоя. Я еще раз повторюсь, я пробовала разными гелями, разными.
Но самый лучший вариант, причем вот тут, знаете, чем больше вы, в принципе, вот так вот кисточкой повозюкаете, тем, наверное, лучше все-таки. Ну, получше сцепится. Так, это отправляем в лампу, а здесь у нас уже все подсохло. И теперь нам остается отделить, опять-таки, сейчас подлезу под телефон. Так. Не вижу край. Не хочет. Очень сильно прилип слайдер. Прилип, причем к самому силиконовому коврику. Так. Видно, очень долго просто стоял в заготовке. Это вот то, что я делала именно перед прямым эфиром, заготовку делала, для того, чтобы не ждали вы, чтобы время, да, не ждать. Ну, давайте, который мы с вами именно вместе. Вот он уже подсох. Клей для фольги, обычный клей для фольги высох, стал прозрачным. И вот сейчас нанесем гель-топ без липкого слоя. Когда я что-то делаю, да, вот у меня начинается, я замолкаю. Смазали в лампу. Ну, это тоже получается такой своего рода результат. Если, значит, если мы на фольгу нанесли клей для фольги, обычный клей для фольги, то, соответственно, долго держать его не нужно, потому что, если, например, там, ну сколько, до прямого эфира я нанесла клей для фольги, наверное, минут за 20, за 30. И он, видать, так вот очень прям хорошо впитался в фольгу, что прям вот прилип к самой вот этой вот пленке, да. То есть вот это вот рисунок настолько сильно приклеен уже к вот этой самой основе, что очень сложно отодрать получается. Соответственно, если вы уже начали делать, то нужно это дело доделывать, оставлять надолго. Мы наносили гель-топ. Как я уже показывала, эта фольга не стирается обезжиривателем. И вот мы сейчас, я пытаюсь ее подцепить. И вот посмотрите, вот видите, топ у нас отошел, а рисунок как был на его родной основе, так и остался. Вот поэтому я и говорю, что вот с такой фольгой придется заморочиться. А заморочиться, вот мы сейчас с вами посмотрим. То есть вот с такой фольгой, многие девочки писали, что у них не получается отпечатать. Я так полагаю, что эти девочки как раз-таки и использовали фольгу, которая не стирается обезжиривателем, либо спиртом. Тогда слайдер получить очень сложно. Ну, в каком плане сложно? То есть нужно немножко... Нужно кое-что еще сделать, в общем. Вот, а здесь это вот мы взяли фольгу, она точно так же не стирается обезжиривателем. Вот, мы нанесли с вами
прямом эфире клей для фольги. Подождали, пока клей для фольги подсохнет. И сверху нанесли гель-топ. И вот, пожалуйста, да что ж такое-то? Вот так вот. Вот, пожалуйста, фольга отпечатывается. Видите? Не совсем идеальный вариант, но тем не менее. Так бы она совсем не отпечаталась. Вот мы с вами вот эту вот фольгу смотрели, так бы она вообще не отпечаталась. Ну, то есть вы видели момент, когда мы отпечатывали. А здесь точно так же получается обычный клей для фольги особой, скажем так, слайдер получается точно так же пластичным и, ну, тянется. Может быть, не особо, ну вот прям не так уж, что прям хорошо, вот как, например, просто, да, мы делали слайдер. Вот он. Вот. Этот, конечно, потоньше все-таки и более пластичный. Ну, вот видите, он даже чуть-чуть надавишь. И... нет, мы просто вырезали с вами гранат. Вот. То есть вот видите, да, тянется прям как пленка. Вот. Хрупкие. Да, вот видите, можно порвать даже. Но тем не менее, уже во всяком случае это не вот эта вот пленка, которая изначально, да, это вот это вот. Это уже не вот такая вот пленка, которую очень сложно распределить на ноготке. То есть это уже более пластичная пленка, которая легко, ну, не то что легко, но во всяком случае хотя бы немного, но тянется. Мне интересно было бы послушать ваше мнение, в принципе. Вот мы сейчас в прямом эфире, и, пожалуйста, если вам не сложно, ответьте на такой вот вопрос. Вы вообще видите смысл вот таких вот заморочек? Или же все-таки вам проще использовать, ну, скажем так, на ногтях обычный клей, либо, сейчас вот найду, гель-клей. Ну, различные у меня были гель-клеи, тоже они... Так, сейчас я посмотрю, они есть у меня. Где-то еще вот должен быть флакончик, ну не суть. То есть есть вот обычный клей для фольги, есть гель-клей для фольги. Вот скажите, для вас как проще? Все-таки заморочиться и сделать какие-то вот такие вот слайдеры, с которыми потом будет легче работать, либо все-таки использовать вот такие средства? По поводу себя я вам сказала, в начале видео рассказала, что мне намного проще. Ну, из-за чего проще? Просто я четко знаю, что рисунок будет четко отпечатан. И это для меня самое главное. Нету такого, что... Ведь на самом деле, ну, есть такие рисунки, которые действительно очень важно, чтобы они были целостными. Соответственно, если где-то что-то не допечаталось, то картина, она полностью меняется. Иногда у меня, например, получалось такое, что вот я брала какую-то фольгу, пыталась отпечатать ее на гель-клей, либо на обычный клей. И после того, как я, ну, можно сказать, попыталась отпечатать, да, то есть я смотрела на ноготок и вообще не понимала, а что там вообще. То есть какие-то участки не отпечатались, и все, от этого уже вся картина, в принципе, меняется. То есть уже цветочек, непонятно, там цветочек он или что там на нем. Мне будет очень интересно послушать ваше мнение. Девочки, вроде бы, ну давайте, я не знаю, давайте, хотите еще посмотрим какую-нибудь интересную. Ну, это тоже вот, но она, в принципе, вся такая, тут в основном все цветочки. Все цветочки, цветочки.
как раз вот эта вот летняя тема. Одна только фольга у меня с осенними листочками, и вот она осенью прям очень хорошо как-то идет. Давайте возьмем... собственно, мы ее и брали. Сейчас. Так, чтобы вот именно целостность рисунка, да, показать. Вот, например, вот на этой фольге очень красивая фольга. Вот видите, перышки, надписи. И вот согласитесь, если где-то надпись куда-то там съедет, или перышко не допечатается, ну, уже будет не то пальто, скажем так. И так, возьму коврик. Недолго, абсолютно. Но когда приходит клиент, вот мне, например, уже спокойней. Я показываю, что есть, и там уже какой участок, собственно, человек там захотел, ну, фрагмент может быть, да, иногда фрагмент, иногда вот какая-то прям фольга очень прям понравилась. То какие проблемы? Просто вырезали, ну, либо приложили к ноготку, и все. И вы не переживаете по поводу того, что отпечатается или нет. Я жду от вас ответа. Нанесла. Теперь в лампу на 60 секунд. Вот, я очень жду от вас обратной связи по поводу того, стоит ли вообще, в принципе, заморачиваться с этими слайдерами, или же вам проще использовать, ну, обычный клей для фольги, либо гель-клей для фольги, вам так удобней, и вам так больше нравится. Гель-клей полностью просушиваем. 60 секунд. Я пока очищу коврик. Коврик очищаю просто о скотч. Там остаются, ну, гель, может, где-то я вышла, да, за рамки. Когда наносила гель, я могла выйти за рамки фольги, и, соответственно, я просто не буду сейчас вот показывать, как это все, в принципе, закреплять. Я показала, да, один из самый надежный способ, это на непросушенную базу. Вот. Но вариантов на самом деле может быть очень много. И тут сама суть всей этой катавасии именно в том, что вы можете вот именно вот так вот натянуть фольгу, подтянуть. И то есть ляжет она у вас, ну, скажем так, лучше, чем если бы вы это делали фольгой. Просушили. И теперь я опять подлезу под телефон. Так, и вот, пожалуйста, слайдер готов. Чтобы показать, насколько он четко отпечатался, вот, пожалуйста, пленка, на которой вот абсолютно ничего нет. Ну да, вот есть вот по краям, но это вот именно те места, куда я не наносила гель-топ. Вот он, отпечатанный полностью рисунок. Возьмите там вообще вот этот фрагмент, да, там именно цветочек, или вот надпись с перышком, возьмите вариант, или с надписью, то есть вся надпись четко, все четко отпечатано. Ну, не знаю, если какой-то гель-клей для фольги, либо обычный клей для фольги будет способен на такое, конечно, я перестану делать слайдеры. А так, вы сами понимаете, и вы видели, собственно, да, сколько слайдеров у меня в ходу.
Так, ну что ж, давайте теперь я почитаю ваши комментарии. Сейчас я переключу камеру. Так, надеюсь, я все показала, что хотела, рассказала. Если у вас остались какие-либо вопросы, я, конечно же, у меня нет запасов, знаете, всей фольги со всего мира. Да? Ну, у меня нет, скажем так, такого количества разнообразия фольги, которое существует в мире. Тем не менее, я вам постаралась показать разницу, да, какая фольга подойдет для создания слайдеров, а с какой фольгой придется немножко заморочиться для того, чтобы эти самые слайдеры сделать. Но, тем не менее, на мой взгляд, и все вот эти вот варианты со слайдерами, ну, как по мне, очень даже я читала. Всем привет, Анна. Так, Анна, всем привет. Наталья, здравствуйте, Наталья, здравствуйте, очень рада вас видеть. Татьяна, приветствую всех, здравствуйте, Татьяна. Джинджер, так, я это вроде читала, спасибо большое, девочки, спасибо, что поддерживаете меня в прямом эфире. Так, мне надо что попроще, то есть на гель-клей. На гель-клей. Спасибо огромное, что ответили на вопрос. Дмитрий, огромное вам спасибо. Ну вот кому как, да, вот если мы скажем, если мы просто сами себе делаем дизайн на ноготках, наверное, это действительно проще. Но когда мы все-таки предлагаем услугу клиентам, это должно быть, ну, на мой взгляд, это должно быть все-таки качественно. Поэтому если, ну, как опять-таки, как по мне, недопечатанный рисунок фольгой, ну, как мне кажется, все-таки это не совсем качественная работа и качественная услуга. Так, но тем не менее, спасибо огромное, что ответили на вопрос. Наташа, Вика, я пользуюсь гель-клеем от Мышара, очень классный. Не пользовалась, не пробовала, не знаю, очень рада, если он действительно очень хорошо переносит рисунок. У меня бин норм. Это Дмитрий пишет. Не поняла, что такое бин. Будем прийти, может быть. Джинджер. Заморочено, конечно, но зато 100% результат. И тут даже не то, что имеет место быть, а скорее палочка-выручалочка, если друзья китайцы накосячили с качеством фольги. Это Джинджер написала. Спасибо большое за ответ, Машенька. Так, Наталья пишет. Точно вы подметили. Молодцы, девчонки. Так, Сайгон, hello, my friends. Здравствуйте. Вся ссылка на фольгу, мне очень сложно это вот сейчас как-то найти, я постараюсь найти. Я, конечно, не знаю, про какую именно с цветочками. Их, по-моему, у меня было 3 набора. Из 3 наборов вот, ну вот как-то вот так вот собрала, что-то уже закончилось, что-то осталось. Я поищу, посмотрю, там у меня где-то были видео с распаковками, и там, конечно, вот эта фольга как раз-таки и была. Так. Валерия пишет. Здравствуйте. Лежит тонна этой фольга, может, теперь пойдет в работу. Я очень надеюсь, Валерия, если действительно у меня точно так же эта фольга лежала. Я говорю, я не предлагала клиентам, потому что я не могла на 100% гарантировать, что рисунок именно отпечатается так, как он есть. И вот из-за этого я и не стала ее предлагать клиентам. Но сейчас у меня ситуация совершенно другая с фольгой, и вот
Если клиент захотел какой-то рисунок, и я понимаю, что это у меня фольга, то никаких проблем абсолютно, делаем, значит, такой дизайн. Так, Валентина пишет, обязательно надо побольше таких эфиров. Спасибо большое, спасибо, Валентина. Валерия пишет, интересно было бы посмотреть варианты дизайна с фольгой, с изюминкой, а не просто на весь ноготок. Спасибо. У меня есть видео на канале «Дизайны с фольгой», там я как раз таки использовала и эту технику, ведь на самом деле не обязательно фольгу лепить действительно там именно какой-то фрагмент, либо на весь ноготок, можно и вырезать, да, какие-то элементы, там квадратики, кругляшочки, полосочки и все такое прочее. У меня есть видео на канале именно дизайны с фольгой. А тема действительно интересная. Сайгон пишет: Have a nice night, my friends. Спасибо большое, конечно, Сайгон, ты тоже мой друг. Ну вот я совсем мало что в английском. И Валерия пишет: очень интересный эфир, спасибо. Понимаю, что вопросов-то в принципе и нет ни у кого. Всем вроде бы, наверное, все понятно. И я надеюсь, после этого эфира под тем моим видео, даже если у кого-то и будут возникать какие-то вопросы, я буду перенаправлять на этот прямой эфир. Девочки, еще раз вам огромное спасибо за то, что поддержали меня, за то, что поддерживаете и поддержали в этом эфире. Безумно вам благодарна. Вот. От всей души еще раз вам огромное-огромное спасибо. Все, со всеми вами прощаюсь. Спасибо, спасибо, спасибо. Всего вам самого хорошего, самого наилучшего. На следующий вторник постараюсь также выйти в прямой эфир, и там уже будет интересная тема, это стемпинг гель-лаками, именно гель-лаками. Там разные тоже техники, именно гель-лаками. Если вам интересно, то до вторника. Все, девчонки, всех обнимаю, всех целую. Пока-пока.